Let's go. Вначале все легко и просто. Вот сюда приехала на поезде, вот отсюда уезжаю на корабле. Вот ЖД вокзал, сюда мы приехали, если вы едете поездом. Если вдруг с аэропорта, то тоже приезжайте сюда же, переходите виадук и, пожалуйста, морской вокзал. Оттуда вы отправляетесь. Чайки вроде замолчали. Их очень тут много, да, я нахожусь в Владивостокском морском порту. И корабль, который беленький сзади меня, Мангёнпонг, он повезет меня сегодня ночью в Северную Корею. Я, конечно, больше всего хочу вернуться. Я имею в виду, чтобы я смогла вернуться без проблем. Но если это видео все-таки вышло, но смонтировано, значит, кто-то его сделал, то есть я вернулась, и мне не удалили данные с телефона. Ура! Как вам, наверное, известно, Северную Корею основала Ким Ир Сен 9 сентября 1948 года. Ну, это вы могли и из Википедии узнать, для этого не нужно приезжать было в Северную Корею. Идеология государства называется Чу-Че. Чу означает хозяин, Че – это тело, сущность. Получается, что человек является хозяином самого себя и всего окружающего его мира. Фотографировать или фотографироваться с памятниками вождям можно только в полный рост. Их нельзя обрезать ни в коем случае. Также, когда вы к ним подходите, не забывайте поклониться и ваши вещи для этого оставить на ступеньках. Привет! Как ты видишь, я сейчас, если ты видишь, в Северной Корее. И хотя многие видеоблогеры, кто здесь был, снимал, они говорили, что нельзя свободно передвигаться, что люди не передвигаются, что люди передвигают только по колокольчику и так далее, это все неправда. Ну, по крайней мере, здесь такого нету. Пожалуйста, передвигайся, солнце греет, школьники идут со школы, пионеры в красных галстуках, вообще прикольно. Вот. Я приехала, сейчас смотрю пока домики рыбаков, местных жителей, чем что выращивают, питаются. Вот так вот.
чаще всего работают в колхозе. Сколько поработаешь, столько и получишь натурпродуктов и денег. Но весь урожай они отдают государству. Если девушка дарит галстук парню, это означает, что она ему говорит, что ты мой. А если парень дарит девушке бусы или золотую серебряную цепочку, это означает, что ты моя. Также есть значение у колец, которые вы носите на левой руке. Например, на указательном пальце это означает, что вы бихон, то есть одиночка, холост, не замужем. На среднем пальце это означает якхон, то есть вы обручены. На безымянном пальце это кхорон, вы замужем, либо женаты. И на мизинчике это означает, что вы не ищете любви. И тут перед сном я вспомнила, что хотела снять и показать вам северокорейское телевидение, а точнее каналы, которые есть, например, в гостинице. Например, вот есть канал, да, Йобо, дорогой мой, который показывает фильмы, сериалы производства Северной Кореи. Ну, да, это напоминает некоторые фильмы, можно из смеси наших советских фильмов. Очень простая, понятная речь, никаких вообще затруднений у меня в понимании не возникло. Ну, я еще учитель корейского языка, но я думаю, у вас тоже не должно, по идее, было бы возникнуть. Далее. Ну, все еще этот канал настраивается. Третий. Ну, кстати, на третьем сегодня газету мне читают. Просто как газета и читается. Тоже прикольно было. Где тут что-то было еще сегодня вечером. Вот, шестой. По-моему, это китайские кино, сериалы с корейскими субтитрами. Сейчас дождемся какой-нибудь речи. Там не было права. И, как вы видите, на сейчас это все. У меня было еще 2 канала, которые показывали, но пока я собиралась снять, точнее, вспомнила об этом, их уже выключили. То есть в разное время разные каналы включаются. Спасибо тебе за то, что ты есть. 제품 질 제거 대체 모해가 맞은 이후 평양 강냉이 가공 공장에 수리 한도 필딩의 한 강의 뜻을 받들고 백두 강의 운정 속에 평양시의 면목동 지구에 어린이들을 위한 교통안전 교양 기지인 평양시 어린이 교통공원이 새로 건설돼서 2일 준공되었습니다. 예수 남풍이 5내지 8m로 불리고 물결은 0.5내지 1m로 이르겠습니다. Я приехала на остров Хипка, Северной Кореи, чтобы полюбоваться горами, природой, камнями, морем, волнами и морскими котиками. Но котята себя полностью не показали, показали только свои моськи. Ну давайте заценим их улыбочку. 절반 거리를 내려가지고 저기서 지금 자기 나이 보다 밑에 쳐다보네. Северная Корея разделена на 9 провинций, то есть до. Также здесь имеются города специальные, то есть Щи, и каждый город разделяется на территориальные районы Джигу. Например, сейчас я нахожусь в городе Ра-Сон-Щи, который состоит из Раджин-Джигу и Сонбон-Джигу, из 2 провинциальных городков. Разница во времени с Дальним Востоком России 1,5 часа, а с Южной Кореей полчаса, то есть минус полчаса.
Сегодня 2 июля, и я решила рискнуть зайти в Японское море со стороны Северной Кореи. Кто хочет лицезреть? Так, ну пока еще ничего. Жить можно. Песочек уже холодный. Погодите. Холодно. Кстати, сзади меня, ну вот тут вот морская деревня, то есть там живут северокорейские рыбаки, люди, которые занимаются морским промыслом. Вот. И второй факт, которые говорили, что вся Корея огорожена, вода холодная, огорожена проволокой вдоль берега. Ну, как бы вам это сказать, нет, не вся. Часть, где нельзя покидать границу по энным причинам, да, огорожена. А есть места, где корейцы сами могут купаться. Холодная вода. И куда приезжают, конечно, туристы, чтобы купаться, плавать. И достала до меня вода. Вот. Так что ладно, пойду попробую позагорать. Солнце само то. На дороге главенство всегда за автомобилем, либо велосипедом. Поэтому, дорогие пешеходы, не забудьте им уступить. Не нарушайте правила дорожного движения. Девушки обычно выходят замуж примерно в возрасте 22-23 лет, а парни женятся примерно в 28 лет, предварительно узнав разрешение родителей. Хотя, в принципе, чаще всего не согласовывают между собой, а потом спрашивают у родителей. Квартиры, кстати, не приобретают, а получают от государства в зависимости от ваших трудовых заслуг и рабочего стажа. Ребята, лишите себя телевизора, интернета и техники, и у вас сразу найдется время почитать что-нибудь, например, сказку. Тут, правда, их две, про Пунсонхва девочку и про Чиндале, тоже девочку. Обе сказки истинно, исконно корейские, так что хэппи-энда в конце не ждите, спойлер. Куда идем мы с Питочком? Большой секрет. Поднимаемся в гору. Я забыла название. Я поднимаюсь на гору Сахьян. До горы осталось до вершины километр. 1 километр 900 метров. Еще чутка, и мы сделаем. В принципе, давайте я вам покажу, как выглядит сама тропа. Во время северокорейского танцана ты идешь в гору один, ну почти один, где природа, тихо, спокойно поют птички, журчит вода, появляются норки. И ты понимаешь, лишь бы не встретить кабанчика, Зайчика я согласна, а как-то кабанчика страшно. Честно говоря, чем выше я поднимаюсь, тем страшнее мне от любого шороха. А если это кабанчик? Кто-то все еще продолжает подъем, но для моего подъема, видимо, необходим и мини-спуск. Зрители, среди вас есть Тынсанны Чуаханын Бун?
Люди, которые любят ходить в горы. Ой, хорошо, сегодня дождя нет. Зачем мне сообщили, что на этой горе нет тигров, но есть кабанчики? Надо было брать подмогу или палку. В Южной Корее бы совсем не поняли мой выбор обуви для Тынсама. Ой, кто это? И никого. Видеоблогер о Корее, учитель корейского языка. Кто на меня капает? Застрял где-то на полпути на гору в Северной Корее. Но, ребята, я обещаю подняться до верха, и также спуститься вниз и вернуться к вам, чтобы смонтировать это видео. И если я не встречу ни одного кабанчика на пути, не обижайтесь, мне повезло. Еще есть одна классная вещь на случай, если вы не взяли с собой воды, то есть такая вещь, называется Цэнмульфо, то есть до природного источника осталось 250 метров. Вот до вершины Бучуба осталось 250 метров. Тренер, я надеюсь, ты будешь мной гордиться. По ощущениям, я уже где-то близко с горой. Пока табличка мне предлагает пойти в грот либо пещеру. Лишние 260 метров туда или сразу наверх. Я выбираю наверх. Вышла маленькая ошибка. Это еще не вершина. Вершина дальше. Я уже раз ошиблась с вершиной. Как вы видите, это еще не вершина. Но видно уже, в принципе, что город Радин, что город Сонпон. Уже неплохо. Кстати, море видно. Японское. Когда ты уже решил, что ты на вершине, ты нашел табличку, что до вершины еще осталось 650 метров. И ты думаешь, я что, зря приехала в Северную Корею? Если уж поднялась на Сохян, то надо до самого верха. А путь еще далекий. Сейчас я нахожусь в училище, где обучаются дети-сироты, у которых нету мамы и папы. Они учатся в этом здании, общежитие у них за ним. Здесь есть, в принципе, все, что им необходимо. Около 100 человек. Тут есть и футбольное поле, и спортивный зал, классные обустроенные классы обучения, и самое приятное, у них есть бассейн. Сейчас я приехала в училище иностранных языков. Здесь изучают английский, китайский и русский язык. Учатся здесь как среднюю и старшую школу, то есть чун и коденхайпё. С 8 утра примерно 6-7 уроков в день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты. Уже первое слово такое чистое. А почему вы выбрали именно русский? Ну, не китайский, а русский. Потому что Россия это Спасибо. наша страна рядом. Великий вождь, великий руководитель марша Ким Чен Ир уже
руководитель, Россию, дружбу. Молодцы, все правильно. Все правильно Все хорошо, наши рядышком страны, и, конечно, мы должны дружить и знать друг друга язык. И у нас в России вот многие хотят учить ваш язык, потому что интересна ваша культура, потому что мы рядом. Что вам самое сложное при изучении русского языка? Вот что самое сложное? Параги, ткисиги, По-моему, ну вот самое сложное что? я думаю, что говорить друг другу, потому что язык это сказание друг другу разговаривание. Разговаривал. Не волнуйся, говори, я понимаю. Ага. А тебе, Марина, что было самое трудное, когда ты корейский учила? Корейский? Да. Грамматика, гумхо. Мне было самое сложное. Самое трудное. Я сейчас в парке Хэйангонвон. Это морской парк. Что-то типа местной набережной. Вот, сзади меня видно начало парка, вход, куча спортивных площадок для детей. Луна, уже вечереет. Да, сзади меня такой мини-аквапарк. Кстати, город очень маленький, а есть свой аквапарк. Горы, остров, кораблики. И, пожалуйста, можете купаться, загорать. Погулять вечером по парку — это просто здорово. Отлично. Я отплываю в Владивосток, мое путешествие подошло к концу, и напоследок я бы хотела подытожить разницу хангуго и чосунмаль. В чем же отличие корейского языка? Во-первых, в Корее Северной очень много слов начинаются на букву ри. То есть, если в Южной Корее их обычно заменяют на «н», либо на немую «нин» в нос, то в Северной Корее эти звуки остались. Например, вы смотрите, русский язык, да, мы русский язык сокращаем до слога «но». В Южной Корее и Северной Корее он сокращается до слога «ро». И так далее. Очень много таких необычных исправлений первого звука. Также, кроме отсутствия подкриша в основном, то есть слов, пришедших из английского языка, почти отсутствуют слова, состоящие из ханджа, то есть слова, пришедшие из китайских иероглифов. Это было очень необычно, так как я как учитель ожидала, что наоборот. Более старые слова будут здесь, но нет, они были заменены. Например, слово ханбок. Мы знаем, что ханбок — это корейская одежда, то есть корейское традиционное платье в Южной Корее. То в Северной Корее это будет чима чогори, то есть чима юбка и чогори вверх, это юбка. Ханбок будет чима чогори. Например, мороженое. Мы знаем, что мороженое более-менее используется в конглише, это айскрим. Но здесь это будет эскимо. Эскимо, наверное, вам выучить легче. Многие ученики у меня спрашивают, в чем отличие бопщи и омчон. Оба же наречия это очень, прям очень много, вообще много. То бопщи это северокорейское наречие, а вот омчон это южнокорейская версия. Если в Южной Корее мы знаем такие слова, как доширак, и оно пришло к нам, кстати, по-русски, правильно, еда, которую мы с собой, то есть для пикника, то в Северной Корее это яоэйшик. Также, например, слово семья, каджок. Каджок здесь чаще используют каджон. Семья как община. И довольно интересный контуш, это френч фрай, правильно, жареная французская картошка. То в Северной Корее это будет камджа твии, то есть камджа картошка, твии прожаренная в масле.